тихом прибрежном городке произошла история, которая тронула сердца многих. Ее главный герой, Майкл Тернер, энергичный мужчина 74 лет, чья жизнь круто изменилась после встречи с крошечным спаниелем. Чарли, так назвал Майкл своего нового друга, появился в его доме совсем малышом. Забавный щенок с висячими ушами и озорным взглядом моментально растопил сердце пожилого человека. «Знаете, до появления Чарли я и не понимал, насколько одиноким был», часто говорил Майкл соседям, наблюдая, как его питомец гоняется за собственным хвостом во дворе. Тот день начался с нежного розового рассвета. Майкл, как обычно, проснулся рано, Чарли уже крутился у кровати, нетерпеливо поскуливая в предвкушении утренней прогулки. Выйдя на улицу, они направились к своему любимому маршруту вдоль водоема. Теплое утро наполняли звуки просыпающейся природы, шелест камышей, пение птиц, тихий плеск воды. Чарли, счастливый и беззаботный, носился кругами, то убегая вперед, то возвращаясь к хозяину, виляя хвостом. Его лапы путались в росистой траве, а мокрый нос то и дело тыкался в землю, исследуя новые запахи. «Чарли, не убегай далеко», — привычно окликнул Майкл, но было уже поздно. Внезапно воздух разрезал отчаянный визг. Темная тень молниеносно вырвалась из воды, и в следующее мгновение щенок оказался в зубах молодого аллигатора. У Майкла остановилось сердце. Время будто замерло, когда он увидел, как его любимец исчезает в мутной воде. В то утро Майкл даже не задумался о своих действиях, тело среагировало быстрее разума. Не сняв ни обуви, ни одежды, он рванулся в воду вслед за аллигатором. Холодная вода обожгла тело, но адреналин и страх за жизнь Чарли придали сил. «Я никогда не думал, что в моем возрасте смогу двигаться так быстро», позже признавался Майкл. Единственное, что крутилось в голове, только бы успеть. Настигнув хищника, он действовал словно по наитию. Вот что пришлось сделать Майклу в борьбе за жизнь своего питомца: нырнуть и схватить аллигатора за челюсти, вытащить его морду на поверхность, чтобы Чарли мог дышать, упереться ногами в илистое дно для лучшей опоры, просунуть пальцы между зубами рептилии, постепенно разжимать челюсти хищника. Каждая секунда казалась вечностью. Майкл чувствовал, как острые зубы впиваются в его руки, но не ослаблял хватку. Наконец, челюсти рожались, и Чарли, словно пробка, вылетел из пасти аллигатора. В приемном покое местной больницы было непривычно оживленно. Медсестры с удивлением рассматривали многочисленные раны на руках пожилого героя, а врач качал головой, обрабатывая глубокие порезы от зубов аллигатора. «Знаете, что самое удивительное?» — говорил доктор Пирс, накладывая швы. «В вашем возрасте такой стресс мог привести к сердечному приступу. Вам крупно повезло». Чарли отделался небольшой раной на животе и сильным испугом. Пока ветеринар осматривал щенка, тот не переставал скулить и рваться к хозяину. Казалось, песик понимал, какую цену заплатил Майкл за его спасение. Новость о случившемся быстро разлетелась по городку. Соседи приходили проведать храброго пенсионера, приносили домашнюю еду и предлагали помощь. Особенно трогательно было видеть, как Чарли не отходит от хозяина, преданно заглядывая в глаза своему спасителю. «Да перестаньте вы называть меня героем», – ворчливо отмахивался Майкл от очередного журналиста. С тех пор, как камеры наблюдения за дикой природой запечатлели его схватку с аллигатором, телефон мужчины не умолкал. Местные газеты пестрели заголовками о бесстрашном пенсионере, а соседские дети подкарауливали его у дома, выпрашивая автографы и подробности схватки, просили показать шрамы на руках. Будто других новостей нет, бурчал он себе под нос, но глаза выдавали, внимание ему льстило. Особенно когда Чарли, услышав шум у ворот, гордо вышагивал рядом с хозяином, словно понимая свою причастность к происходящему. Теперь их утренние прогулки стали другими. Чарли больше не гоняется за бабочками у того злосчастного водоема, только по дорожкам парка, да и то на поводке. Иногда он тоскливо поглядывает в сторону воды, но стоит Майклу потрепать его за ухом, как печаль тут же сменяется радостным повиливанием хвоста. «Странно это все», — делился Майкл с соседом за вечерним чаем. «Всю жизнь прожил обычным человеком, а тут на старости лет прославился. И знаешь что? Я рад, что того аллигатора не убили. Пусть живет. В конце концов, это мы забрались на его территорию, а не он к нам в гости пожаловал». Чарли, дремавший у ног хозяина, приоткрыл один глаз и тихонько вздохнул.
Возможно, он не понимал всей философии происшедшего, но точно знал одно – его хозяин самый лучший на свете. А что до славы? Ну разве может она быть важнее этих уютных вечеров вдвоем?